Важное мировое соглашение достигнуто, историческое решение на первых страницах мировых изданий. Кто и о чем договорился? Россия начала перебрасывать самолеты в Беларусь. Зачем? Ультиматум Мерца и показательная обида Пескова. Неожиданное заявление путинского пресс-секретаря. Один из главных союзников США решил внезапно отказаться от американской помощи. Что же случилось? Зеленский резко меняет первоначальные условия переговоров с Путиным. Почему? Стало известно, что именно будет требовать Путин от Украины на переговорах в Стамбуле. Решается исход войны. Россия спровоцировала крупный международный скандал. Летят обвинения, угрозы и шантаж. Что происходит? Еще одно послание российским властям. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. У Путина 10 часов на принятие решения. Ультиматум для начальника Кремля. Но что же будет по истечению срока? Новый немецкий канцлер зашел с козырей. Говорит, до конца дня Россия должна согласиться на условия Берлина. Иначе санкционный механизм начнет работать с большей силой. И если до этого времени перемирие не будет достигнуто, европейская сторона также будет придерживаться достигнутых там договоренностей. А вот в Кремле на это ожидаемо дали заднюю и показательно обиделись на тональность всех и, конечно, нашли повод не ехать в Стамбул. До этого предупреждения мы уже слышали предупреждения позавчера, если вы помните. А также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком. Планируемые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле зависли. Пока весь мир надеялся на тишину с 12 мая, ведь это было условием для встречи в Стамбуле, Путин сделал все, чтобы озвученной тишины как раз никогда не было. Вместо перемирия табуны шахедов в небе над Украиной, более 20 беспилотников атаковали Черниговскую и Сумскую области. Одна из целей — Киев. Там готовились к переговорам, но получили взрывы. Это и есть ответ Москвы. Мы будем придерживаться только тех перемирий, которые объявляем сами. И то не факт. В ответ Зеленский публикует видео и говорит, что летит в Турцию, несмотря ни на что, будет там ждать Путина. Резкая смена риторики, ведь раньше Киев четко говорил: переговоры только после перемирия. Теперь все, условий больше нет. Издание Axios уверяет, решение принято сразу после поста Трампа, который, не дождавшись результатов с поля боя, давит по-своему. Украина должна немедленно сесть за стол с Путиным. Он тоже предложил Турцию как площадку, и это звучит не как предложение, а больше как приказ. Путин не хочет соглашения о прекращении огня с Украиной. Вместо этого он хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное завершение этой мясорубки. Украина должна немедленно согласиться, хотя бы для того, чтобы понять, возможно ли вообще какая-то сделка. Если нет, европейские лидеры и США, по крайней мере, будут знать, на чем все стоит, и смогут действовать дальше. Интересный момент в том, что главы МИД разных стран говорили о том, что переговоры должны быть после прекращения огня. Но Зеленский об этом уже не вспоминает в последнем обращении, хотя после этого глава его офиса Андрей Ермак снова говорит о формуле «сначала прекратите стрелять». Так кто все-таки прав? Как думаете вы? Пишите в комментарии. Не забывайте. Издание The Times полагает, что на переговорах по Украине, если они все же состоятся, Путин, вероятнее всего, потребует капитуляции Украины, ее отказа от вступления в НАТО, отстранения от власти Зеленского, передачи 4 регионов на востоке и юге Украины, включая такие крупные города, как Херсон и Запорожье, России. А что вы думаете насчет этих требований и что сами бы потребовали от Путина? Особенно украинцы, ждем ваших мнений в комментариях, пишите.
США и Китай, похоже, пошли на мировую, и, к счастью, это не Третья мировая. Глобальная торговая война закончена, ну или приостановлена. США и Китай резко сбавили обороты. Историческое решение на первых полосах мировых изданий. С 14 мая между Вашингтоном и Пекином начинает действовать громкое соглашение. Обе страны снижают импортные пошлины. США с безумных 145% до 30%, Китай со 125% до 10%. Соглашение действует минимум 90 дней, об этом заявил министр финансов США. На протяжении всего торгового процесса у нас был план, Я бы сказал, что одним из главных выводов является то, что Соединенные Штаты будут продолжать стратегическое перебалансирование во многих областях, которые продемонстрировали слабость цепочек поставок во время ковид. Вашингтон и Пекин якобы не хотят разрывать отношения, и общий градус экономической эскалации спадает, может быть, даже во всем мире. Атмосфера встречи была откровенной, глубокой и конструктивной. Встреча достигла существенного прогресса и позволила достичь важных консенсусов. Что будет через 90 дней, увидим, но Трамп уже заявил громко о перезапуске отношений. Россия набралась смелости или еще чего-то и начала провоцировать международные скандалы, угрожать другим странам и обвинять иностранных лидеров в том, чего не было. Кажется, в российском МИДе в принципе были очень продуктивные, трезвые выходные. Раз в день нужно кому-то поугрожать и еще раз в день обвинить в наркомании. Начнем с того, что Польша выпроваживает российских дипломатов и закрывает генконсульство в Кракове. Еще одно послание российским властям. Мы знаем, что вы делаете, мы это не приемлем и примем меры. Вчера министры внутренних дел и юстиции продемонстрировали или заявили, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что этот огромный пожар на улице Марывильской был осуществлен по заказу российских спецслужб. Чудом там никто не погиб. Польша и западные демократии не совершают актов раскола в России, так что у России даже нет права на соразмерное поведение. Не на ровном месте после заявления премьер-министра Польши о том, что в пожаре в торговом центре в Варшаве виноваты именно российские спецслужбы. Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре. Захарова спровоцировала и другой международный скандал. Поездка Макрона, Мерца и Стармера в Киев пошла не по плану. Закончилась не скандалом, а попыткой его устроить. В сеть попало видео из вагона поезда. Политики сидят за столом, на кадре папки, стаканы, салфетки и мешалка для кофе. Этого оказалось достаточно, чтобы в российских пабликах и телеграм-каналах началась истерия. Пакетик, ложечка, кокаин. Захарова подхватила волну и напрямую обвинила западных лидеров в наркомании. Основания – стоп-кадр и фантазия. Французская газета «Либерасьон» отреагировала быстро, опубликовала те же кадры в высоком разрешении. На фото видно обычные предметы. Белая салфетка у Макрона, пластиковая мешалка у Мерца и все. Пиар-атака с треском провалилась, но шум остался. Сам факт поездки в Киев почти никто и не обсуждает. Почему в Кремле больше боятся кофейной мешалки, чем реального визита западных политиков в Украину? Пишите в комментарии, что думаете. Тревожные кадры из Сибири. На нефтяном месторождении вспыхнул мощный пожар, горят 2 скважины и 1 вышка рухнула. Происшествие случилось на объекте, где работает белорусская компания «Беларусьнефть Сибирь». По данным российских телеграм-каналов, связанных с силовиками, все началось вечером 10 мая, и до сих пор, по крайней мере на момент записи этого видео, огонь не удается полностью потушить. Горят сразу 2 нефтегазовые скважины, пламя вырывается на десятки метров, высота факелов до 25 метров. Ночью одна из буровых вышек просто обвалилась. 3 рабочих оказались в эпицентре, сейчас они в реанимации в тяжелом состоянии. Минск в конце мая якобы получит новые истребители Су-30СМ-2. Об этом заявил главком ВВС Лукинович. Но в похожие обещания мы уже играли. 4 борта должны были прилететь еще в 2022-м. Не прилетели ни тогда, ни в 2023-м. Скорее всего, России нужны самолеты где-то еще. Теперь снова вот-вот поставят, причем самолеты все еще в сборке. Один Астов показали Лукашенко на заводе в Иркутске.
Буквально в ближайшее время, даже в конце мая, получим уже первую пару. Су-30СМ вторые, самолеты более усовершенствованные, имеют современную авионику, возможности совсем другие, в том числе применение авиационных средств поражения. Поступает новая авиационная техника, вертолеты новые Ми-35, самолеты Су-30СМ. Союз трещит по швам. Главный партнер США больше не рассчитывает на помощь. Она может больше просто не понадобиться. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кабинета по иностранным делам и обороне якобы сказал именно так. Израиль ежегодно получает около 4 миллиардов долларов от США на закупку вооружений, но может отказаться от этой помощи. Правда, на то, что отношения с Трампом у него испортились, Нетаньяху ответил так. Отношения отличные, и я вам говорю, отношения отличные. Сказать, что мы видим все одинаково и во всем согласны? Нет, конечно. Говорили, что Трамп собирается признать палестинское государство. Всякие вещи. Но эти слухи рождаются в основном здесь. Их запускают СМИ, которые продвигают конкретного кандидата. И чтобы его продвинуть, надо, мол, показать: Трамп и Нетаньяху, все, конец. Мы стараемся согласовывать все, и большие вещи, и маленькие. Нетаньяху сравнил ситуацию с началом 90-х, когда Израиль уже отказался от невоенной помощи США, и, по его словам, это дало толчок развитию страны. Цитирую дальше премьер-министра: «Я сказал тогда, что этот шаг, а также наша экономическая политика приведут к развитию Израиля, и вы видите, где мы есть сегодня». Конец цитаты. Нетаньяху требует жестких ударов по Ирану, включая ядерные объекты. Трамп, наоборот, тянет к сделке. Хочет позволить Тегерану сохранить гражданское обогащение урана. В Израиле это воспринимают как предательство. Такая сделка, по мнению их чиновников, даст Ирану шанс оставить ядерные мощности в рабочем состоянии. Сурки устроили разборки на дороге в Китае, не обращая внимания на людей. Из-за этого даже создалась большая пробка, пока зверьки выясняли, кто из них прав. Так что в следующий раз, если станете в заторе, не спешите ругать других водителей. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.